Друзья, всем привет! Как я и обещал, сегодня мы познакомимся с новой насадкой на боковые башни. Это канонир. Сравним его с башнями принцессы и посмотрим на колоды, которые, на мой взгляд, неплохо заходят с канониром. В общем, обо всем по порядку. Приятного просмотра, друзья! И для начала сравним номинальные показатели башен. Запас здоровья канонира на 14% ниже, скорость атаки в 3 раза медленнее, но при этом урон практически в 4 раза выше и, соответственно, ДПС, он же урон в секунду, на 29% также выше. При этом дальность атаки заявлена одинаковая, но на самом деле у канонира-то она поменьше. Сравнение начнем с карт мелочевки. Летучие мышки, казалось бы, как они могут угрожать вышке? А вот могут, если на ней восседает канонир, не хватает ему скорости атаки, и даже летучие мышки представляют для вышки с канониром серьезную угрозу. Да что говорить о летучих мышках, если даже скелетики за 1 единицу доходят, великолепный Ларри доходит и наносит все-таки урон. Эволюция скелетов и вовсе сносит вышку, а затем еще будет угрожать главному зданию, если мы не предпримем каких-то усилий для того, чтобы их остановить. Против гоблинов башня канонира также получает больше урон, чем башня принцесс, при этом отдавать разряд или снежок в данной ситуации особого смысла не имеет, так как они не добьют гоблинов, и канонир все равно наносит такой урон, который с одного выстрела гоблинов этих самых убивает, поэтому вот такие заклинания, пожалуй, брать в колоду с канониром смысла нет. Со стражами тоже башня принцессы за счет скорострельности справляется лучше. Канонир хоть и за один выстрел снимает щиты, тем не менее не хватает. Не хватает ему скорости атаки. С армией скелетов сравнение даже проводить не стал. Очевидно, что башня канонира там не вывезет. А вот против рекрутов уже ситуация не такая однозначная. Вышки канонира примерно так же, как и вышки принцессы, справляются с королевскими рекрутами, если их вот так выставлять. Но при этом вышка принцессы за счет скорострельности успевает по одной из сторон отстрелить рекрутов до финального удара, и таким образом одна из вышек получает меньше урона. Что ж, как мы могли увидеть, канонир очень плохо справляется с картами мелочевки, поэтому неплохо было бы иметь в своей колоде большое количество урона по области. В связи с этим я думаю, что хорошо с этой насадкой на башню зайдет вот такая колода, Splash Yard, называемая кладба с большим количеством урона по области. В идеале сюда бы залез и засунуть бы еще Валькирию, а давайте так и сделаем. Единственное, у меня, к сожалению, нет на этом аккаунте эволюции рыцаря, нет эволюции Валькирии, но, собственно, Вальку мы запихнем, и вот теперь вообще прекрасно. Еще была бы она эволюционная, было бы вообще шикарно. Тем не менее, я думаю, и так будет достаточно показательно и хорошо. Играть буду в режиме вот таком, потому что, как вы понимаете, насадка на башню канонир у меня не прокачана, а здесь в этом режиме все карты одинакового уровня, то есть хорошо можно показательно поиграть и понять, сильна ли эта башня или все-таки не очень. Итак, судя по всему, соперник сейчас будет атаковать с Хогом. Я уже раз выставил ледяного колдуна, уж буду защищаться с его помощью. И одну тычку я только получил, что неплохой результат, на мой взгляд. Соперник мой, наверное... Но здесь я думаю, что есть смысл дать торнадо. И есть смысл даже дать кладбу, потому что он много эликсира потратил в атаку. И вот здесь вопрос, надо ли мне что-то выставлять? Я думаю, что нет. Да, смотрите, как сильно стреляет канонир. Я уже на самом деле нанес больше урона моему сопернику, чем он мне. Защититься можно сейчас будет при помощи, например, заморозки, мне кажется, вполне хватит этого. С учетом того урона, который наносит вышки канонира. Но нет, я думаю, что пока поставим ледяного колдуна, будем ждать его какой-то серьезной атаки. И может быть получится активировать ГЗшку. Нет, уже не получится сейчас. Давайте вот так я поставлю Вальку. Не хочется, чтобы мой ледяной колдун прям умирал бесславно. И будем активировать ГЗшку уже... Нет,
Сейчас снова не будем активировать ГЗшку, снова защищаемся, на этот раз от мини-пеки. А вот теперь я точно это сделаю. Да, вот правда смотрите сейчас, какой урон от скелетиков банально получает моя вышка. Но вовремя подключилась активированная ГЗшка. Заморозку готовим. Он сейчас отдает землетрясение, но его вышка все равно получает урон. Я заморозку дам. Даем заморозку ледяного колдуна в защиту здесь. И теперь надо быть аккуратным. Готовим вышибалу в защиту от Хога. Вот он, Хог пошел. Сразу же все это дело дефаем с торнадо. И смотрите, как хорошо вышибала заходит с новыми вышками канонира. Да, действительно, мне кажется, я не ошибся с выбором колоды, подходящей для новых вышек. Ну и, судя по всему, мой соперник сдается. А что ему оставалось сделать? У меня есть все ответы на его атаки. При этом, активировав ГЗшку при помощи торнадо, становится гораздо проще защищаться. Частично подключение главного здания к защите нивелирует скорость, плохую, слабую скорость атаки канонира. Да, вот такая колода мне зашла. Против мелочевки мы сравнили вышки, теперь давайте посмотрим против карт ближнего боя. Не знаю, каким чудом сюда попал ледяной дух, тем не менее канонир с одного выстрела духов убивает. В отличие от башен принцесс и в целом, заранее уже сразу же скажу, что канонир против карт ближнего боя, против карт, которые обладают большим запасом здоровья, справляется гораздо лучше, чем вышки принцесс. Оно и неудивительно, урон в секунду у канонира на 29% выше, и это значит, что там, где он может на дистанции пострелять, там, где он может показать свою именно мощь каждого выстрела, он будет лидировать. При этом, друзья, обратите внимание, что выстрелы канонира летят быстрее, чем выстрелы башен принцесс. Это будет заметно, особенно когда мы будем сравнивать башни принцессы канонира против карт дальнего боя. Ну а сейчас мы видим, как канонир гораздо лучше и быстрее справляется с рыцарем, и при этом вышка получает в итоге меньший урон. Единственная карта ближнего боя, против которой канонир по сути бессилен и очень плохо с которой он воюет, это, конечно же, ночная ведьма. За счет того, что она призывает летучих мышек, канонир просто не успевает их отстреливать. И, кстати, друзья, как вы понимаете, исходя из всего, что мы уже увидели, можно сказать, что в отличие от того, как мы играем против башен принцесс, а именно выставляем сначала какую-то танкующую карту с большим запасом здоровья, а уже за ней карты мелочевки, против канонира есть смысл играть наоборот. То есть сначала выставлять какую-то мелочь, а за мелочью выставлять какую-то карту с большим запасом здоровья, для того, чтобы как раз таки она пожила подольше. Максимально свой потенциал новая вышка раскрывает, если дать ей хотя бы чуть-чуть времени пострелять, поэтому при помощи скелетиков мы можем справляться гораздо лучше, чем вышка принцесс против таких карт, как принцы. И темный принц, и обычный принц меньше урона наносит канониру, и соответственно можно также сделать вывод, что канонир будет замечательно работать с контроль-картами, такими как ледяной колдун, мини-генераторы, громовержец, электродракон, торнадо, снежок, в общем, все карты, которые дадут время нашему канониру пострелять. Ну, естественно, это карты мелочевки, благодаря которым за дешевую стоимость мы можем развлечь и отвлечь карты соперника от непосредственно атаки наших вышек. Итого имеем, что если в противостоянии башен против мелочевки убедительную победу одерживала принцесса за счет своей скорострельности, то против карт ближнего боя такую же убедительную победу одерживает канонир. И уже сейчас можно сказать, что достаточно сбалансированной получилась эта насадка на вышку. В отличие от принцессы, она дает новый геймплей как в защите, так и играя против канонира тоже надо делать какие-то поправки. Что ж, друзья, с картами ближнего боя, на мой взгляд, будет замечательно справляться и давать время нам на защиту такая карта, как Стражи.
Тоже очень защитная колода, мне кажется, она неплохо зайдет с канониром. Эволюционная мортира обеспечит нам атаку, шахтер поможет, если что-то пойдет не так. Ну а стражи, рыцарь, ледяной дух, бревно и все это с быстрым циклом 2.9 помогут нам выигрывать время в защите и позволят канониру отстреливать толстые жирные карты соперника. В общем, неплохой вариант, мне кажется, тоже для новых вышек. Давайте его испытаем в бою. Ледяного духа сразу же накину в атаку. Пожелаем удачи тоже нашему сопернику, раз он такой вежливый. Электродуха мы проигнорируем, скорее всего. Нет, не проигнорируем, попробуем. Нет, не будем пробовать, наверное. Обратите внимание, друзья, канонир с левой стороны не подключается к защите. Ух ты, землетрясение интересное он, конечно, дает. И вышка-то из-за этого не наносила. Из-за этого, точнее, я получил большой урон. Ну-ка, давайте попробуем перейти в атаку. С прожатием мобилки, естественно. Ледяным духом поможем нашему принцу маленькому защититься здесь. Я думаю, что сейчас дылда еще тоже нанесет урон. Нет. К сожалению, не нанесет. А вот если вот так вот ставить пушку, мортиру, вернее, нет. Ну, я не думаю, что Хог побежит тогда. Давайте поставим стражей и поставим вот так вот все-таки... Мортиру будем защищаться. Зачем он пушку выставил? Вот это непонятно. Чтобы она умирала от моей мортиры? Интересное решение. Следующая мортира будет эволюционной, и вот это замечательно. Обратите внимание, я уже на самом деле нанес больше урона моему сопернику, с учетом того, что изначально у меня был меньший запас здоровья на вышках. Так как это, собственно, механика канонира. Было бы неплохо активировать ГЗшку, но пока у меня нет такой возможности. Отдаем яд. И готовимся защищаться от его атаки с Хогом. Да, она идет, эта атака. Прожмем обилку после того, как выставим ледяного духа. И смотрите, замечательно получается. Можно сейчас уже пробовать переходить в атаку. С эволюционной мортирой, естественно. Он отдает землетрясение. Шахтера мы накинем тоже. Землетрясение с бревном он отдает. И гоблин сейчас подключится, поможет. Нет, не особо помог нам гоблин, к сожалению. Давайте защищаться с бревном, я так думаю. И Хог, смотрите, снова не доходит. Хогу сложно. Ну-ка, успею-ка ли я закинуть шахтера? Ну, хотя бы один страж. Да, один страж выживает, яд отдаем, естественно, здесь хорошая ситуация для этого. В защиту выставляем эволюционную мортиру, не эволюционную, а обычную. И стражей тоже надо будет выставить, потому что Хогушка иначе нам все тут испортит. Бревно отдает не в попад, на мой взгляд, мой соперник. Прожмем обилку здесь. Шахтера заковыривать отправляем. Яд нельзя давать, да, я не успевал бы здесь иначе защититься. Шахтер там заковыривает неплохо, между прочим. Ледяного духа я выкину в наступление. Наконец-то активация ГЗшки попробуем сделать. По-моему, не получилось. Нет, получилось, смотрите-ка. Замечательно. Эволюционная мортира с прожатием мобилки обязательно. Шахтера в атаку туда заправим. И буду ли я давать здесь яд? Наверное, да, потому что, судя по всему, здесь уже идет добивка. Или нет? Или нет? И еще один выстрел. Отлично. Ну, смотрите, меня просто спасает, на самом деле, башня этого канонира. Она очень хороша против Хога. Просто невероятно хороша против Хога. Слушайте, мне очень понравилась эта башня на данный момент. Вот эта колода. Ну, или, может быть, мне пока попадаются такие соперники на таких колодах, против которых комфортно реально играть с новой башней. Давайте теперь сравним башню принцессы канонира против карт дальнего боя. Как вы могли заметить, канонир еще до выстрела огненной лучницы ее убивает. Это как раз таки вот эта разница в полете снаряда. Гораздо медленнее летит выстрел
от принцессы, это стрела, в то время как ядро, запущенное канониром, быстрее достигает цели и убивает не только обычных лучниц и огненных лучниц, но еще и эволюционных с одного как раз таки выстрела. С 2 выстрелов справляется канонир с ледяным колдуном и, соответственно, получает гораздо меньший урон. Конечно, любо-дорого смотреть, как разлетаются карты дальнего боя от выстрелов канонира, но, друзья, как вы понимаете, если, например, в этих же ситуациях перед этими картами дальнего боя выставить, например, скелетиков, то абсолютно другая будет картина, потому что пока стреляет канонир, вот эти выстрелы раз в 2,5 практически секунды, которые будут отдаваться в тех же самых скелетиков, они дадут огромную фору картам дальнего боя. И, конечно же, в таком бы сравнении побеждала башня принцесс. Но вот здесь, как мы видим, когда идут голые, неприкрытые карты, дальники или воздушные карты, то канонир, конечно же, по всем статьям гораздо лучше, чем вышка принцесс. Но, конечно же, как и в ситуации с картами ближнего боя, здесь есть исключение, и это исключение — это ведьма. Ведьма, естественно, за счет своей способности призывать скелетов, это криптонит вышки канонира. Не успевает он на ней зафокуситься, и, конечно же, если вы будете попадать в такую ситуацию, на ведьму что-то надо будет отдавать. Какое-то заклинание как минимум, а в идеале какую-то карту, обладающую уроном по области. С повозкой с пушкой лучше справляется канонир, что неудивительно. При этом, если добавить просто обычных дешевых скелетиков за 1 единицу эликсира, то вы крайне выгодно разменяетесь с этой картой. Интересно сравнение этих вышек в противостоянии со Спарки. Умирает и 1, и 2 вышка, если вообще проигнорировать Спарки. При этом и 1, и 2 вышка Спарки все-таки добивает. А вот если есть возможность при защите дать в Спарке разряд, то здесь гораздо лучше с этой дорогостоящей картой справляется опять же канонир. Судя по тому, что мы увидели, мне кажется, неплохо было бы испытать рыбака с новыми насадками канонира, поэтому я решил взять еще вот такую колоду попробовать с быстрым циклом с эволюционным королевским гигантом. Он у меня, к сожалению, не эволюционный, поэтому играть будет посложнее, тем не менее попробовать стоит. Погнали, друзья. Кого дадут нам в соперники? Вот что интересно. Рыцарь. Сейчас прилетит, возможно, какая-нибудь ракета, и будет больно. Но нет, шахтер сначала. Кстати, шахтера в нуля контрит с... Ну, почти в нуля контрит. Ух ты. Ну-ка, давайте развлечем вот так вот. И жадно я, наверное, сыграл, да? Зря, наверное, так. Ну, ладно. Я думаю, что мы все равно как-нибудь это переживем. Да, нельзя вот так вот игнорировать Орду. Надо было отдавать фейербол и ничего не выдумывать. Но смотрите, что-то у моего соперника пошло не так. Ух, как он подставляет 3 мушкетов. Как он их подставляет. И смотрите, он теряет полностью вышку свою. Практически. По левой стороне канонир сейчас добьет. А здесь, ну, я скелетов дам, потому что медленно все-таки стреляет наш канонир. И сейчас будет рыцарь, да, ведь? Да, рыцарь, которого мы сейчас будем сразу же контрить королевой лучниц пробовать. Рановато я, наверное, его поставил все-таки. Да, с Ордой-то у меня будут проблемы так-то. Ну, давайте пробовать рыбаком кайтить, развлекать. О, это я зря. Хотя... Переключись, вышка. В принципе-то тоже неплохо опять получилось.
Ну что, у него сейчас есть эликсир на 3 мушкетеров. Но он их, конечно же, пока не будет ставить. Мы здесь при помощи скелетов и башни канонира все это разберем, я думаю. Коргик в атаку. Под прикрытием. Бревнишко дадим. Обилочку прожмем. Здесь опять у нас электродух скелеты. Этого будет достаточно, я так полагаю. На этот раз никакой жадности. Просто фаербол отдаем и все. Нам нельзя здесь жадничать. Рыбак в защиту ставится. И мы можем докрутиться, в принципе... Так, нет, не будем никуда мы сейчас крутиться. Мы будем сейчас защищаться активно. Здесь бревном. Рыбака мы... Рыбак хорошо, кстати, заходит, но не знаю, этого будет ли достаточно. Давайте фаербол, чтобы точно убить его вышку. Здесь, естественно, скелетики. Ловим шахтера, поймали шахтера. Это победа, друзья. И это снова победа, хотя было сложно. С учетом того, как я с самого начала накосячил и дал миньонам нанести большой урон по вышке, можно было бы легко слить эту игру. Но нет, на мой взгляд, опять канонир затащил. Опять и здесь был неплохо. Конечно, когда мы сравниваем вышки, крайне важно посмотреть, как они справляются с винкондишенами, то есть теми картами, которые должны атаковать эти самые вышки. Со стенобоями канонир справляется просто на ура, гораздо лучше, чем вышка принцесс. Естественно, если речь идет о неприкрытых атаках перед стенобоями, когда ничего не идет. Ситуация против бочки со скелетами, как вы понимаете, в пользу принцессы. Более того, бочка скелетов вообще убивает полностью канонира, если ее проигнорировать. А вот шахтеру против новой вышки будет больно, чему лично я несказанно рад. Как оказалось, ситуация в противостоянии гоблинской бочки тоже не такая однозначная. Голая гоблинская бочка против башни канонира наносит, оказывается, меньший урон, чем против башни принцесс. То же самое было для меня удивлением противостояния с гоблинским буром. Здесь канонир тоже не ударил в грязь лицом. Против тарана канонир справляется лучше, чем башня принцесс, а если добавить туда еще какого-нибудь ледяного духа из скелетиков, то вообще получится защититься в ноль. Против новой вышки Хогушки тоже будет сложнее, но, друзья, играя Хогом и 2.6, например, против канонира, в отличие от игры против башни принцессы, опять же, я бы выставлял сначала скелетиков, а за ними закидывал Хога, для того, чтобы танчили именно скелетики, и тогда получится достаточно эффективная атака. Если же у соперника активирована ГЗшка, вы идете в атаку с Хогом, и у соперника при этом есть торнадо, то, конечно же, вероятность то, что ваш Хог дойдет до вышки, резко снижается, если против вас вышки канонира. То же самое касается и всадницы на баране. Да и против кабанов новая насадка также очень хороша. С 2 выстрелов отстреливает она кабанчиков, и поэтому лучше справляется, чем башня принцесс. Если же у вас есть какое-нибудь здание, которое вы можете добавить в защиту против этого винкондишена, то ситуация станет еще лучше. Очевидно, что и у Шарика гораздо меньше шансов долететь против новой насадки на вышке, чем если бы он атаковал против башни принцесс. Но есть винкондишены, против которых канонир просто отвратителен. Естественно, речь идет о кладбище. Кладбище — это, пожалуй, самая неприятная карта, которую можно встретить, играя канониром.
Если говорить о королевском гиганте, то без сопротивления, понятное дело, и башня принцесс, и башня канонира умирает, встретившись с этим винкондишенов, но при этом канонир успевает его как минимум убить. А теперь интересный момент, о котором я говорил в самом начале сравнения этих вышек. Обратите внимание, друзья, обе башни принцесс наносит урон электрогиганту, если поставить надгробие в такую позицию. При этом левая башня канонира до гиганта не достреливает. Соответственно, как мы и видели по заявленным характеристикам дальности, вроде как все одинаково, но по факту башни канонира дальность атаки пониже. При этом, если поставить надгробие вот в такую позицию и одновременно получается отыграть еще от молнии, тогда уже обе вышки будут стрелять по электрогиганту. Еще одна колода, которая, на мой взгляд, неплохо будет заходить с канониром, это вот такая вот с пушкой, с вышибалой торнадо, то есть много контроля в этой колоде, который даст нам большое количество времени в защите. К сожалению, опять же, рыцарь не эволюционный. В идеале я бы, наверное, сюда даже эволюционную валькирию запихнул, потому что мне очень понравилось, как она сочетается с электрогигантом. Минус этой колоды — единственная противовоздушная карта Маленький принц, но благодаря пушке, торнадо и молнии, в принципе, этого достаточно. Давайте попробуем поиграть. Пока впечатления от канонира просто замечательные. Просто замечательные. Я изначально смотрел, многие его засирали, стримеры. Но мне кажется, что поторопились они немножко. Да, против мелочевки сложно. Да, часто в привычных ситуациях он не вывозит. Но это совсем другая механика, новая карта, к которой тоже надо привыкать. Я думаю, что со временем все разберутся и поймут, что к чему. Эх, жаль. Ну-ка, давайте. Вот так вот прям с моста пойдем. Торнадо наготове. Угу. Ну, давайте пушкой здесь поможем нашему электрогиганту пройти эту защиту. Торнадо сюда дадим. Хорошо. Хорошо, что у нас есть вышибала против мортира. По-моему, она эволюционная у него. Не обратил внимания, если честно. Вот это зря. Ледяной дух умирает от выстрела канонира. Давайте рыцаря вот так поставим. Маленького принца сюда добавим, чтобы разменяться с рыцарем. Ух ты, прям сразу ракету. Братик, да ты ошибся. Будут ли скелетики? Я думаю, что будут. Ой, молодец, хорошо отыграл от скелетов, кстати. Но мы тоже не лыком шиты, как говорится. Я думаю, что я начну вот так вот. Если что, у меня есть пушка. Теперь есть вышибала, если что. Ух ты. Ух ты, бух ты. Ничего себе, как он... Он даже не пожалел эволюционную мортиру на защиту. Ждем его мушкетера, наверное. Или что-то еще, что можно долбануть молнией. Мне, в принципе, это пойдет. Вышибала, катни. Хорошо. Это урон от вышибалы по вышке. Что приятненько. Давайте рыцарь с маленьким принцем. И вот подключается у нас наконец-то к защите. И... Так, здесь придется торнадо дать. Канонир подключается к защите. Ну, конечно же, канонир против мортира не лучшая карта. Это уже понятно и очевидно, я думаю. Так, здесь я дам прям вот так вот сразу же. И варварскую бочку, пожалуй, чтобы добить. Вышибалу готовим против еще одного его, на этот раз эволюционный, его мортиры. Давайте для начала маленький принц. Ух ты! На мой взгляд, рискует товарищ. Обилку здесь прожмем, пока не помер маленький принц. И молнию я здесь дам, наверное, вот так вот.
Раз он начал меня закидывать, я тоже буду его закидывать. Так, здесь мы готовы. Окей, не совсем готовы получается. Тогда вот так делаем. И торнадо здесь надо будет дать. Пойдет. Пойдет, пойдет. Рыцаря сюда. Обхитрили его немножко. Варварской бочкой здесь будем дефаться. Молнию в мушкета его. И, естественно, сейчас будет, наверное, мортира. Атакующая. Нет, не будет. Но мы вот так вот с моста прям пойдем, потому что, чтобы... Да, он все-таки ставит атакующую агрессивную мортиру. Мы здесь с варварской бочкой это задефаем. Ой-ой-ой. Вот сейчас могут быть проблемы. Надо рыцарям мне это принимать. Молнию сюда даем опять. Вышибалу в защиту. Пушку вот отсюда дефаться. Хорошо прикрывает, молодец. Ну, мы здесь защищаемся. Я думаю, защищаемся, да, уверенно. Электрогигант с моста. Маленького принца убивать отсюда. Эту его мортиру. Ну и все. Здесь все-таки победа, я думаю. Да, хорошая, сильная тоже колода. Здесь, конечно, за счет того, что у него была защитная колода, мы особо в собственной защите не участвовали. И канонир себя в полной красе не показал, конечно, но все равно хорошие размены он давал, на мой взгляд. И благодаря ему, мне кажется, большого урона-то мы и не получили в итоге. Ну и финальное сравнение, которое меня, пожалуй, больше всего позабавило, это башни против спам-зданий. Обратите внимание, надгробие играется как карта давления. Более того, надгробие, если его проигнорировать, полностью сносит башню канонира. И абсолютно, просто зеркально другая ситуация, это когда ставится против башен печь. В отличие от башни принцессы, канонир просто с одного выстрела всех духов отщелкивает, и по сути это 4 единицы эликсира в мусорку. Против хижины гоблинов плюс-минус примерно одинаковая ситуация, если защищаться канониром или башней принцесс. Тем не менее, канонир чуть-чуть, но все-таки меньше урона получает от этого спам-здания. С хижиной варваров, конечно же, лучше справляется канонир за счет того, что с 2 выстрелов всего он убивает каждого варвара, и поэтому даже пониженный его запас здоровья позволяет гораздо лучше справляться с этим спамщиком. Ну и, друзья, на мой взгляд, идеальная колода, которая прям просится к канониру. С учетом его слабости против кладбы, таких карт как атакующих кладба, просится сюда, конечно же, именно она родимая, классическая кладба, в ней есть яд, то есть против такой же кладбы мы сможем с канониром неплохо дефаться. Есть ответ на гоблинскую бочку, варварская бочка или торнадо. Суперзащитная карта с уроном по области, опять же, здесь тоже все в порядке. Ледяной колдун, дракончик, все это с торнадо, варварской бочкой, ядом, как вы понимаете. Ну и, в общем-то, замечательная колода для канонира, на мой взгляд. Собственно, ей и будем финишировать это видео. Желательно определить, что за колода у соперника. Желательно сразу же бы активировать ГЗшку. Посмотрим, удастся ли все это реализовать. Но для начала я, пожалуй, выставлю ледяного колдуна. Буду ли я сразу атаковать? Наверное, нет. Наверное, не хочется. Стрелы, да, не до конца понятно, что у него за колода, поэтому, конечно же, ни о какой атаке речи быть не может. Давайте вот так вот я сделаю. Ой-ой-ой, плохо получилось. Ну что ж, ладно. Варварская бочка здесь пойдет. Вернее, ну вы поняли, надгробие, короче. Смотрите, как отстреливает. Просто уничтожает. Ледяного колдуна придется поставить все-таки. Пришлось. Ну, у него, судя по всему, эликсирный голем. Яд здесь дадим.
Против эликсирного голема, надеюсь, у него нет ночной ведьмы. Если есть ночная ведьма, то могут быть проблемы. Ух ты. Ну, погнали тогда это тоже убивать, как-то пробовать вот так вот, наверное, кладбу закинем. У него сейчас, по идее, да, это эликсирный голем практически наверняка. Но хороший урон наносит эта моя атака. Единственное, что у него, конечно, стоит теперь сборщик, и могут быть у меня проблемы. Большие причем проблемы. Да, вот он сразу же выстраивает свою атаку. Я думаю, что мы вот сюда вот ледяного... Печально все это. Активируем ГЗшку, может быть? Нет, не активируем ГЗшку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что тогда? Посмотрите-ка, а вывезла моя башня канонира. Смотрите, как она хороша. Буду ли я атаковать? Нет. С учетом того, что у него сейчас варвары, да, про которых я вовремя вспомнил, атаковать не было смысла никакого. Готовимся к защите. Эликсирный голем опять, естественно, на меня идет. Здесь ледяного колдуна я поставлю. И торнадо дам. Дадим торнадо, хорошее, по-моему. По-моему, неплохое торнадо получилось. Единственное, все равно, смотрите, моя вышка страдает как. Добейте? Нет, не добьют. Ладно. Да, вот так яд дадим. Готовимся по другой стороне атаковать. Сейчас, конечно, будут варвары у него. Канонир, подключайся. Хорошо, подключился. Давайте надгробие. Яд сюда я дам уже. Рыцарь, ой-ой-ой, как он агрессивен. Смотрите-ка. Еще одно надгробие надо ставить, наверное. Ну, здесь я не знаю, как такое останавливать-то. Давайте рыцарь еще, торнадо. Вот жесткая колода. Ну, здесь, скорее всего, поражение, друзья. Да, здесь он уже меня просто заваливает, получается. Хотя мы еще, конечно, поборемся, но не, это не остановить, к сожалению. Канонир, не канонир. Просто он вкидывает все в это, и не хватает. Не хватает как раз-таки урона, наверное. Мгновенного урона не хватает. С ядом против целительницы играть достаточно сложно, и, собственно, не получилось. Ну ладно, подведем итоги, друзья. Сыграл я 5 игр разными колодами. На мой взгляд, лучше всего подходят колоды с большим контролем, большим количеством контроля. Мне больше всего, если честно, понравилась самая первая колода. Если бы была еще эволюционная Валькирия, было бы вообще замечательно. Кстати, в этой финальной игре мне не хватило как раз-таки эволюции. Был бы у меня эволюционный рыцарь, времени на защиту было бы побольше. И я думаю, что моему сопернику так бы хорошо не удалось меня так быстро сносить, мои защитные карты. Все соперники в данном видео были из Лиги Абсолютный Чемпион. Да, видите, каждый из них брал уже абсолютного чемпиона. Поэтому можно сказать, что канонир себя прекрасно показал, на мой взгляд. Но, конечно же, под него нужны определенные колоды и определенный стиль игры. Напоследок давайте откроем сундук. Из них очень редко выпадает новый канонир почему-то. Я надеялся, что он сразу будет выпадать, а нифига подобного. Давайте посмотрим. Ну вот, видите, то, о чем я и говорил. Это где-то уже 15 или 16 сундук, который я открыл. И только из двух мне выпал канонир. И все это на одном, на вот этом аккаунте. Поэтому только на нем я пока могу испытать эту новую насадку. Ну а вы пишите свои результаты по открытию этих сундуков в комментариях. И также делитесь колодами и вообще впечатлениями от нового этого канонира. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.